И я снова приветствую вас в эту субботу, третий день сезона, ничего не поменялось, но я прошел, как я уже говорил, советую всем сразу пройти сюжетное задание сегодня. Для чего? Для того, чтобы у нас открылось испытание внутреннего демона. Это ежедневная битва с темной стороной этого небесного аскета. И каждый день, в зависимости от того, какой мы урон набьем, вот здесь вот, мы будем набивать, сразу скажу, максимально, естественно, потому что его не так сложно-то и набить. Мы будем каждый день получать вот колокольчики и небольшую награду. Для новичков вполне неплохо. Чем раньше они получать будут, тем лучше. Итак, давайте посмотрим. Не будем смотреть на скиллы, это не особо важно. Он бьет и бьет, бьет там по всей области. Ничего такого сверхъестественного нету, на что стоило бы обратить внимание. Если интересно, конечно же, почитайте эти скиллы. Он тут набирает усиление и бьет либо по маленькой области, либо по большой. В принципе, все. Но это не интересно в плане том, что... Не то чтобы не интересно. В общем, времени стоит этому уделять. Так вот такая пачка. Почему такая? Потому что все эти герои, мы получаем всех их бесплатно. Это у нас команда, кто не знает, призыва. И когда у нас 3 героя призыва на поле боя, то мы сильного Феникса Темного Пламени вот такого вызываем. Так как у нас их здесь 4 даже, то получается у нас сильный Феникс. И Эстелла тоже ее дают бесплатно. Скиллы, хочу обратить внимание, кто не совсем понимает, кто с нуля играет в эту игру и не знает, как здесь все устроено. Вот в таких режимах, бывает в соревнованиях, типа как испытания или еще что-то, бывает, что у нас нету снаряжения. Нету снаряжения, это чтобы как бы усреднить сложность для всех игроков. Нету снаряжения, нету артефактов, и уровень у нас стандартный, там, 100-й. Дается, независимо от того, какой у вас уровень. Единственное, что здесь учитывается именно ваше, это скиллы. То есть прокачка скиллов здесь, если у вас они не прокачаны, то они здесь будут не прокачаны. И стандартные, как видим, параметры у всех героев измененные по отношению, в отличие от тех, что мы имеем в обычном режиме, так сказать, игры. Тут видно, что шанс скрыть удара 100%, крит урон 250, просвещенности 300, то есть вот такие стандартные параметры для каждого класса здесь у нас имеются. Так вот, кто не знает, есть такая телеграм-группа официальная по этой игре. И там иногда что-то полезное можно увидеть, узнать. Хотя в основном всякие бесполезные посты у них. И здесь мы видим, что есть такая картинка. Где она? Вот здесь вот. Здесь есть такая вот картинка, и мы видим тех героев, которых нам дают в начале игры бесплатно. И, соответственно, вот призыв Изитарин, этого я уже не помню, как его зовут, Ладелия, то есть уже 3, и вот 4. И вот этот 5-й Рарка. И все они у нас тут есть. Все они у нас на поле боя, вот они. И все, птичка у нас танкует, а эти, соответственно, бьют. Скиллы я тут некоторым прокачал, но я думаю, что вот Изитариону достаточно будет. Изитариону и Эстелле в первую очередь прокачайте, а этих можно либо вообще не прокачивать, либо потом это сделать. Это здесь не принципиально. Тайминги я не ставил никакие, просто на авто. И смотрим, как они справляются. К сожалению, у нас здесь ускорение только x2, поэтому каждый день нам придется тратить время. Тратить пару минут, пару-тройку минут, чтобы набить эти 3200. Смотрим, как они справляются. Кто из новичков не знает, вот эта вот полоска заполняется. Это вот разный уровень наград. Нам показывает, вот полоска заполняется до С. Когда заполнилось, мы получили С. Заполнилось, получили С. Дальше идет у нас заполнение, то есть в зависимости от урона, следующая награда. И так во всех режимах, где вот есть такие разные уровни наград. То есть пускай это будет там босс финальный, босс там слияние, либо воронка. Везде вот такая есть особенность. Для тех, кто не знает, для тех, кто впервые в игре. Это может не сразу быть наглядно понятным, то есть можно не обратить на это внимание. Вот так вот. Ладно, смотрим дальше. Как видим, отлично они живут, отлично дамажат, то есть наносят урон. Садок, я вспомнил, Садок.
его зовут. А этого точно не помню. Изитариан у нас тоже хорошо для эпика. Тем более для бесплатного. И здесь они без проблем справляются с нашим ежедневным испытанием. Кто в игре впервые, да и кто не впервые, основной сюжет может быть утомителен, читать все диалоги и все остальное, хотя тоже в принципе интересно. Но вот квест сюжетный на Небесного Аскета, вот этого я бы советовал почитать, посмотреть. Там прикольный такой квестец, он не сильно большой, переведен на русский нормально, то есть понятный. И видим, что мы уже набили эску. То есть дальше нам бой продолжать не обязательно. И мы в этом моменте, когда мы 3200 набрали, эс получили, завершаем бой. Сейчас только, вот анимация была. Выходим из боя. Нам показывают на этот момент результаты. Статистика нам такая вот доступна либо в секунду, либо общий урон. Мы можем сохранить команду. И сохраняем результат вот этот на сегодня. И тут же получаем эту награду. Кто не знает, вот тут, да, подписали, когда у нас достаточно осколков, редких свитков собрано, то они автоматически создаются в целый. То есть из осколков собираются целые свитки. Ну вот и все. И так каждый день мы получаем эту награду и проходим этот бой. И каждый бой у нас будет каждый день в течение всего события, то есть, где он тут? Тут у нас проблема, да, с цветами шрифта. Разработчики не успели поправить нормально. Вылазит даже не сам цвет шрифта нормальный, но вот эту вот штучку красную, фон, они должны были растянуть, потому что по-китайски здесь короткая строчка, а вот по-русски уже будет длинная. И вот надо было этот красненький фон растянуть до конца. Они этого не успели сделать, как видим. Здесь вообще вон по-английски написано end, типа закончено, выполнено. То есть, ну, таких мелочей тут здесь будет много. И возможно, что они даже и исправляться-то не будут. Потому что у них работы всегда хватает у разработчиков, и часто они на такое не обращают внимания, забивают. Тоже видим здесь, что есть проблемы с шрифтом, что нечитаемый, потому что и тот светлый, и этот светлый. Ну, в общем, такие косячочки. И заходим в лавку. Что у нас тут? 10 уже. 10. Кстати, тут же есть еще и вот такой режим испытания. Здесь гораздо проще даже, чем там, где мы только что были. Мы можем той же пачкой проходить все сразу. Поставлю его по центру, потому что он бьет, кто не знает. Вот так вот. Для новичков, я не знаю, еще раз проговорить. Читайте скиллы. Смотрите, как они работают, как они взаимосвязаны и как они вот работают в плане площади. Площади поражения, так сказать. Это значит, что в одну цель и может на расстояние делать. Это понятно, что на 3 клетки и на 1, 2, 3, 4, 5, 6 вперед. 3 на 6. У кого-то она здесь есть еще поменьше. Ну, вот так вот видим. Это тоже, когда область указана дальше, чем вот наш герой, это наш герой так указан. Это значит, что оно может бить на расстояние. А если вплотную там стрелочки, то это значит, что оно бьет только перед ним. Ну, со временем вы увидите и поймете. В общем, проходим ежедневную тренировку вот эту. Каждый день там новый этап будет открываться. Тоже видим, что проблем никаких вообще нету. Ну, они очень легкие на самом деле. Может, там ближе к концу чуть-чуть посложнее будет. Но в основном вот такие легкие. Это так, формально. Даже для новичков. Забираем наши колокольчики. И в лавке можем уже затариться. Ну, я вот, допустим, сначала аскета... Ой, артефакт покупал. Вот этот мифический. Но так как у меня он сейчас не нужен, так как у меня аккаунт не новичка, я могу купить вот эти штучки в первую очередь. Мне интересно, кого мне дадут из случайных легендарных героев. 50 фрагментов надо набрать. И, собственно, 50 нам дадут купить. То есть здесь по 5 фрагментов в одном. И всего 10. То есть 50. Ну, вот так вот проходим. Так, по аскету что еще можно сказать? Да вроде бы все. Да, вроде бы все. Сюжетка быстро проходится. Если не читать диалоги, быстро проходится. Если читать, то чуть подольше. Минут 30 где-то уйдет у вас. Сюжетка такая прикольная, простенькая, интересная. Ну и да, пока что по аскету все. А следующее видео я сделаю про данжи бюджетными пачками. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.